Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте мы рассмотрим вопрос о том, в каких случаях надо проваривать собаке мясо. Этот вопрос всегда очень обсуждаемый. Все прекрасно понимают, что собаке надо давать свежее непроваренное мясо. А с другой стороны, почти все абсолютно знают, что в мясе может быть что-то опасное для собаки, и что, съев такое мясо, собака может серьезно заболеть, а то и умереть. Поэтому большинство собачников советуют мясо все-таки проваривать. А другие, как правило, это заводчики, дают своим собакам непроваренное мясо, понимая, что для собак это незаменимый продукт. Я не скажу, что они уже очень сильно рискуют, просто их смелость основана на определенных знаниях и на многолетнем опыте. Некоторые владельцы собак советуют промораживать мясо в течение какого-то времени. Да, действительно, это тоже один из эффективных способов обеззараживания мяса. Хотя при этом не все паразиты и погибают. Все это хорошо, но в любом случае термическая обработка и проварка и промораживание ведет не только к уничтожению паразитов, которые могут быть в мясе, но и к разрушению витаминов и других ценных питательных веществ, которые содержатся в мясе. При этом теряется основной смысл дачи мяса, ведь собака хищник, и некоторые витамины и питательные вещества собака может получить, только поедая свежее непроваренное мясо. И что делать в этом случае? В принципе, есть решение вопроса. Давайте разберемся с некоторыми нюансами. Я не буду сейчас детально останавливаться на видовых особенностях этих паразитов и перечислять их по именам и отчеству. Но для владельцев собак это знать и не обязательно. Давайте остановимся на некоторых закономерностях и опасностях, которые стоят за этими гельминтами. Итак, скажу, что паразиты могут быть в любом виде мяса. И в говядине, и в баранине, и в свинине. Чтобы давать собаке непроваренное мясо и субпродукты, надо знать следующие вещи. Первое. Как правило, за очень редким исключением, паразитами поражается не все мясо, а только внутренние органы животных. Чаще всего это печень. Причем эта закономерность касается практически всех видов животных. И крупнорогатого скота, и свиней, и овец. Поэтому давайте четко разделять, что мясо это одно, а субпродукты это совсем другое. Второе. Далеко и не все субпродукты поражены. Если животное, например корова, содержалось в промышленных условиях, то есть на большой ферме, то заболеть ей какими-то паразитарными заболеваниями, которыми потом может заразиться собака, поедая свежее мясо, практически равны нулю. Там и возможности заразить это нет, да и ветеринаро-профилактические мероприятия там поставлены хорошо. Как правило, паразитарными заболеваниями скот подвергается, выпасаясь где-то возле прудов, заглатывая при этом пораженных улиток. Мест, где встречаются такие улитки, и тем более зараженные, не так уже и много, но тем не менее есть. Поэтому в общей массе процент поражений крупнорогатого скота достаточно небольшой. Третье. Если после убоя проходит ветеринарно-санитарный осмотр, то эти заболевания достаточно легко диагностируются, обнаруживаются и такие внутренние органы бракуются. Поэтому покупайте там и все будет хорошо. Это уже будет определенная гарантия. Если очень боитесь и хотите максимально перестраховаться, то придерживайтесь следующих правил. Не покупайте мясо там, где нет ветеринарного контроля. Особенно в местах, которые для этого не приспособлены. Где-то возле перехода, у обочины дороги и так далее. Это, кстати, касается не только покупки мяса для собаки, но и для себя лично. Покупки в таких местах несут большую опасность для вашего здоровья. Также покупайте мясо только на базаре или в магазине, то есть там, где есть ветконтроль. А теперь резюмируем. Если вы купили мясо говядины или свинину на рынке, и оно свежее, то не бойтесь его давать. Ничего плохого не случится с вашим животным. Оно проверенное. С субпродуктами надо быть, конечно, более осторожным. Особенно большая угроза может исходить от свиной печени. Но опять же, еще раз акцентирую ваше внимание, если печень прошла ветеринарно-санитарный контроль, то это уже безопасно для вашего животного. Все остальное собаке можно давать и в сыром виде. Не бойтесь. А если вас все-таки не покидает навязчивый вопрос, а если собака, поедая сырое мясо непроваренное, что-то подхватила, то что будет?
Еще раз обращаю ваше внимание, что от мяса говядины, баранины и свинины ничего не будет. Шансов чем-то заразиться от мяса этих видов животных практически равны нулю, даже без ветконтроля. Но все равно покупайте с ветконтролем. Если вы не доверяете ветврачам и ветконтролю, то опасность для собаки может быть только от дачи ей свежей печени. Все остальные внутренние органы, как правило, не несут большой опасности и угрозы для вашей собаки. Поэтому, если вы боитесь и не доверяете ветврачам, то тогда всегда проваривайте печень. Но, как я уже сказал, что диагностика паразитов, которые локализуются в печени, достаточно несложная, и опытный ветеринарный врач рынка ее не пропустит. Не переживайте. Ну, а если вы все еще не успокоились и хотите знать, ну а что может случиться, если давать мясо вообще без ветконтроля? Вопрос это, конечно, больше теоретический. Зачем вам эти риски? В принципе, для собаки ничего страшного то и не будет в большинстве случаев. Собака является дефинитивным хозяином для паразитов, то есть у нее в кишечнике после поедания пораженной паразитами, например, свиной печени, могут появиться определенные плоские гельминты, с которыми в принципе легко бороться. Но это может быть опасно для человека, то есть для вас. Также у собаки могут появиться такие черви, как печеночные сосальщики, это трематоды. Они более тяжело лечатся, но лечатся. Поэтому с печенью будьте особо осторожными. Это очень ценный и полезный продукт, но требует определенных мер предосторожности. Это все, что касается мяса. Что касается рыбы, то нельзя давать собаке свежую речную рыбу. Она может быть поражена аписторхозом. Это опасное заболевание встречается не повсеместно, но и оно не такое уж редкое явление. Поэтому в данном случае не лишним будет перестраховаться. Тем более, что рыба, как правило, продается без всякого ветеринарного контроля. Что касается курицы, то можете смело ее давать, не проваренной. Ничего там опасного нет, разве что может быть аллергия, которая встречается при скармливании птицы, которая выращена в промышленных условиях. Вот и все, что касается дачи собакам непроваренного мяса животных и птицы, а также субпродуктов и речной рыбы. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!